Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такой легкий декор елочных игрушек. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для декора мне понадобится сам шар. Как обрабатывать шар тканью, обтягивать шелком или сатином, есть видео на канале, и также как обрабатывать, ссылку я оставлю. Для бантика я использую ленту 1,5 сантиметра, шаблон. Также покажу, как задекорировать бабочку. И мне понадобятся стразы. Это у меня хамелеон. И вот такой микс страз, тоже хамелеон. И, конечно, клей. Для этого декора я буду использовать пайетки. И они у меня вот так, в такой ленте на фатине. Я разрезала небольшой кусочек вот такой. И просто беру ножницы. И вот так аккуратно их разделяю. Главное их не повредить. И разбираю это все. И вот такие отдельные квадратики у меня получаются. И пока у меня нагревается горячий клей, я задекорирую бабочку. Буду использовать стразы. И начинаю вот отсюда. Здесь у меня будет один большой страз, 20 номер. И вот один вот такой кошачий глазик, как я называю. Стразы у меня обычно микс, и мне очень удобно вот так их рассыпать здесь и брать уже карандашом и распределять их. Вот у меня уже. И начинаем декорировать. Здесь уже кто как хочет. Вот у бабочки здесь есть такие небольшие отверстия в филигране, поэтому я просто наношу клей и подклеиваю. Здесь уже у кого на что фантазия работает и как вы хотите украсить. Бабочки не обязательно должны быть все одинаковые. Можно предварительно их как-нибудь камни расположить, чтобы вы знали, куда что приклеивать. Ну, примерно вот так. Что-то ближе, что-то дальше. Это уже как вы решите. Очень хорошо все приклеивается. У меня это универсальный клей. И просто вот так декорирую бабочку. Вот вы видите, у меня тут что-то выше, что-то ниже. Размер страз это идет 11 на 3 миллиметра. Показывала в предыдущем видео. Вот что получается. И здесь уже можно остальное заполнять по желанию. Побольше камня, поменьше камня. Вот здесь у меня будет один побольше. Вот 20 номер. И по желанию уже добавляем другие стразы. Как я говорила, уже не обязательно делать именно все размеры, как у меня. Можно заполнить все вот эти пустые места. И вот так продолжаю работу. Я уже как-то показывала декор бабочки. Филигрань у меня придет, вы меня часто спрашиваете, придет в середине сентября. Заказала много разной. И вот так я работаю. Вот что получается. И также оформляем верхнюю часть. Я выбираю стразы. И продолжаем работу. Просто подклеиваем стразы. Можно делать выкладку заранее, чтобы вы знали, какие размеры. Я уже делаю на глаз.
Ну вот, моя бабочка готова. Я постаралась заполнить все пустые места. И вот что у меня получилось. Можно заполнять бабочку полностью, можно только на одну сторону, как у меня, можно разные стороны. Это по вашему желанию. Бантик у меня самый простой. Вот я беру ленту. У меня шаблон 9 сантиметров. И вот так вот оборачиваю, чтобы у меня было вот здесь небольшое расстояние между лентами. Я уже показывала видео, где объясняла, почему, как выглядит бантик, если мы делаем ленту наполовину, если вот так или вот так. Я хочу, чтобы мой бантик, вот сейчас покажу вам, вот эти края как бы смотрели вниз. Именно поэтому я оставляю здесь расстояние. Вот. Все выравниваю и просто сшиваю. Здесь не надо соблюдать никакие какие-то стежки. Просто нам надо соединить, чтобы все у нас держалось. Теперь я снимаю с шаблона и затягиваю. Вот так очень удобно пальчиком. Несколько раз обвернуть. Конечно же, перед тем, как мы закрепляем нитку, бантик обязательно надо расправить. Это самый простой бантик, но бантики украшают шары, поэтому я предпочитаю их делать. Вот такой бантик у меня получается. Теперь нам надо подрезать края. Здесь тоже угол подрезания каждый выбирает сам. И также длину. Я всегда подрезаю, как у меня есть, а затем уже на шаре уже все остальное редактирую, так скажем. Вот что у меня получилось. Теперь я беру узкую ленту и перетягиваю шар. Многие, не шар, а бантик, многие этого не делают. И я вижу, что у них просто голый бантик. Там сверху что-то наклеят, но все равно это заметно. Поэтому лучше его перекрыть, чтобы у нас все было аккуратно и никаких ниточек не торчало. Так, лишний клей убираем. Все подрезаем, выравниваем и, конечно, подклеиваем. И даем закрепиться. Ну и первый шар оформим с бабочкой. Я наношу клей. Наношу достаточно много. Вот вы видите. И подклеиваю бантик. Бантик сразу прижимаю, чтобы задняя часть бантика приклеилась. И он не торчал у нас в бок, а как бы облегал игрушку. И даю закрепиться. И смотрим, что у нас получилось. Вот я добилась того эффекта, чтобы вот эти края у меня смотрели вот так красиво вниз. И тут у меня бантик тоже подклеен. Теперь я беру перышки. Здесь у меня остаточки остались. И я хочу все это склеить вместе. Сначала я просто нанесу немножко клея, чтобы подклеить вот эти две части. Если у вас одно целое перышко, то можно этого не делать. У меня вот остались остаточки, и я подклею. Даже тут получается много. Вот так. И все это соберу сейчас вместе. Теперь мне будет легче все подклеить. Я перехватываю вот так пинцетом и наношу вот сюда клей. Перехватываю пинцетом для того, чтобы не испачкать. И теперь чуть-чуть вверх передвинула. И сейчас все перышки склеятся. И все будет чисто и аккуратно. Теперь вот эту грубую часть я подрезаю. И еще немного все подклею. Теперь подклеиваю перышки. Перышки у меня с одной стороны. Вот немножко так побольше клея нанесу, чтобы перья не были склеены только в одном месте, а хорошо держались. Располагаю и даю закрепиться. И теперь подклею бабочку. И бабочку подклею так, чтобы вот сюда немного клея выскочило и склеила, именно схватила вот по вот этим вот граням.
Сейчас покажу, что я имею в виду. Вот здесь видно, клей чуть-чуть вылез, но зато он держит хорошо бабочку. И наношу клей. Стараюсь сверху много не наносить, чтобы у нас нигде ничего не испачкало. И подклеиваюсь. Вот сейчас покажу вам. Вот клей вот начал вот здесь выползать и склеит бабочку. И даем закрепиться. Шары с бабочками у нас готовы, и пока их отложим, приступим к другим. И вот случай, когда у меня слишком торчат вот эти ленточки. Я беру прямо на шаре, подрезаю и обрабатываю с одной стороны и с другой стороны. Поэтому не обязательно сразу подрезать коротко. Если у вас лента осталась, то оставляем. Можно все это сделать на шаре. И в данном случае я подклеиваю брошку. Я наношу клей. Наношу достаточно много. 2 секунды жду и подклеиваю. Подклеиваю, прижимаю сильно-сильно, чтобы все держалось. Не дергаем эту брошку туда-сюда. Ну и теперь самое интересное. Я беру одну пайетку, беру клей и вот так аккуратненько наношу клей на пайетку. Сразу не приклеиваю, даю несколько секунд, чтобы клей захватился. И беру, вот так накладываю, не дергаю и прижимаю, убираю. Также палец не убираю, прижимаю пинцетом и вот теперь только убираю. Следующее мы подклеиваем вот сюда стразину. Здесь у меня будет, ну вот так, можно побольше. Здесь уже вы выбираете именно на один бок. И подклеиваю так, чтобы склеить и ткань, и пайетку. Нанесла клей. Вот, держу эту паутинку. 2 секунды. И подклеиваю. Вот, все. Клей у нас нигде не выполз. Вот у нас получается все чисто и аккуратно. Беру следующую пайетку. Да, вы, наверное, сейчас скажете, очень кропотливо, очень медленно. Да, все медленно, все кропотливо, но зато у вас все получится аккуратно. Нанесли клей. Да, расположение может быть любое, которое вы выберете. Вверх, вниз, вот так. Все, я прижала. Теперь пинцетом убираю палец. Так, где моя салфеточка? Сейчас вернусь к вам. Следующая пайетка у меня приклеилась. И здесь расположение вот этих страз вы можете и посередине, и в углу. Это уже кто как хочет. Нанесла клей. Даю закрепиться, не приклеиваю. Я это часто повторяю, потому что многие клеют и все у них вылезает. Вот сейчас я подклеила пайетку. Посмотрите, все как аккуратно. И вот так продолжаю работу. Держите рядом с собой мокрую салфетку. Моя салфеточка упала, поэтому я вот немножко мучаюсь. Вот, нанесла клей. Даю закрепиться. И подклеиваю. Не дергаем пальчиком. Теперь пинцетом. И подбираем. Здесь размер любой можно. Вот видите, у меня где сбоку, где сверху. Так, надо побольше. Вот. И продолжаю подклеивать. И также в любом порядке можно просто подклеить стразы. Нанесли клей, поймали паутинку, дали закрепиться, приклеили. Нанесли клей, паутинку поймали, закрепляется, приклеили. Здесь можно размеры страз выбирать уже, какие вам нравятся. Больше, меньше. Я уже смотрю, как мне тут подходит. И продолжаю работу. Вот чем ниже спускаюсь, там более мелкие камни, чтобы свести на нет, чтобы все гармонично смотрелось.
и продолжаю работу. И вот в итоге, что у меня получилось. Очень нежно, не загруженно, такая легкость в игрушках. Когда подклеиваете ткани, старайтесь не клеить на одном уровне вот камни, они чтобы чуть-чуть вверх-вниз. Это будет более гармонично смотреться, чем простыми линиями. Но это мой совет. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. И, конечно, совсем скоро я покажу полный комплект. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.